меня зовут Ольга, я представляю отдел продаж Гура Декор, и мы наносим декоративные штукатурки, демонстрируем способы нанесения, рассматриваем варианты подешевле и подороже, и занимаемся в том числе продажами, подборкой и отправкой в любой город России, почти в любой. Вот сегодня что я хочу показать. Смотрите, вот такая штукатурка. У нас в регионе она очень пользуется спросом. Это камоша рочья, нанесена через напыление. Очень нравится людям. Ну, как вот это вам показать, чтобы видно было? То есть напыленная, матовая, с небольшими вкраплениями черными. Это камоша рочья. И только из нее можно сделать этот образец. И только через напыление. Но люди у нас очень часто хотят нанесение делать своими руками. И, конечно, напыление это дорогостоящий аппарат. В аренду его тоже не везде найдешь, да и вообще надо и уметь пользоваться, и все такое прочее. То есть самостоятельно нанести сложно. И мастера в том числе в большинстве своем не имеют этого оборудования. И мы хотим что-то там изобрести, какой-то велосипед, и попробовать это сделать руками, без оборудования. Похожий. И из материала другого. То есть не этот использовать, а шелк матовый, например. То есть первый слой, как обычно, под все тонкослойные штукатурки, а шелк это тонкослойная штукатурка, требуется идеальная подготовка. Стена должна быть грунтованная, более-менее такая ровненькая и обязательно шпаклеванная. Обязательно шпаклевка должна быть готовая в ведрах. И на нее мы нанесем вот такой праймер-грунт. Он есть у нас в продаже, по цене он как краска, то есть это недорогая линейка, доступная практически каждому потребителю. Колерованный будем наносить с помощью валика и просто в один слой накатываем по готовой поверхности стены. Создаем фон. Валик с мелким ворсом, миллиметров, допустим, 6-8 что ли. Укрывистость высокая достаточно, прямо за один раз буквально уже и достаточно. Смотрите, вы купили, например, да, мы же вам с запасом считаем в онлайне. Если, кстати, вам нужна штукатурка, по ссылкам в описании есть все наши контакты. Бывает такое, что люди не могут найти, то есть видео посмотрели, а найти не могут. Если вы покрасили в один слой, мы считаем вам обычно с запасом. И вы видите, что у вас есть остаток, но нанесите второй слой. Допустим, видите, не прокрасы где-то, да, пусть, если остался, пусть будет второй. Можно также развести водой процентов 10 смело. Расход у праймера примерно 150-200 грамм на квадратный метр. Колируется в любые цвета, от светлых до темных. Окрасили и оставляем сохнуть примерно на 4 часа. После того, как высох праймер, в нашем случае опять какой-то дурдом с цветами происходит. У нас он бежевый, а шелк, наверное, основная масса тоже сделаем бежевый. Но нам нужен серый еще, да, чтобы вкрапления-то были. Шелк заколеровали мы в серый цвет. Шелк обязательно должен быть густой. Поверьте мне, он бывает очень жидкий, как водичка, прям такой стекающий. У нас шелк густой, вот такой шелк. Мы используем шелк Light, это тоже недорогая линейка. Я не говорю дешевая, она недорогая. Она доступная каждому потребителю для красоты, например. И, палитра должна быть, или дощечку вы какую-то возьмете, или вот как вот на крышке ведра, как я сейчас сделала. И с помощью морской губки, так, уберу мастихин. С помощью морской губки, вот такой инструмент, он тоже, кстати, у нас есть в продаже, если нужно, можем комплектовать все инструменты в том числе. И цвет выбирать тоже мы можем. У нас, кстати, есть услуга экспресс-дизайн, кто еще не знает, это итоговый вариант примерить на ваши стены, то есть как это будет выглядеть в итоге. С помощью губочки возьмем вот так. Вот, видите? И мы достаточно много его должны, то есть не просто местами, а прям вот побольше натамповать. Не нажимаем сильно на губку.
То есть мы создаем вот такие вот, руку можно поворачивать вправо-влево. Это у нас, скажем так, первый слой шелка. Мы тем самым имитируем какие-то вкрапления. Ну, то есть пытаемся повторить тот образец. Повторить не получится, но сделать что-то приблизительно худо или бедно похожее мы попробуем. У шелка в данном случае расход очень низкий. Первый слой у нас, ну сколько, грамм 100, мне кажется, на квадратный метр. Ну, 150 может быть. Первый слой это у нас фоновый праймер. А дальше у нас будет два слоя шелка. Темный, который мы сейчас наносим. И дальше будет светлый. Вот так, просто темпуем. Руку вправо-влево поворачиваем и отпечатываем. Вот это легко сделать своими руками. Только нужно терпение, хорошее настроение и желание. Ой, у нас бывают люди, редко, но бывают, которые в процессе нанесения паникуют, они боятся, они начинают нервничать. У нас уже девочки шутят, то, что они подрабатывают иногда психологами. Ну, то есть успокаивают человека. Успокаивают, поддерживают. И потом все получается, и такое счастливое спасибо, ну, как бы благодарят люди, это очень приятно. Мы помогаем в процессе нанесения, не бросаем своих клиентов. Материал вам укомплектовали, подобрали, отправили, вы наносите, и мы в процессе вас сопровождаем, подсказываем. Девочки у нас все грамотные, все этой темой болеющие. Болезнь есть такая, декоративка головного мозга. Вот они у нас болеют этой болезнью, поэтому, то есть не просто какие-то там продавцы сидят непонятные, а люди, которые этим живут, этой темой. Мы сейчас натемпуем и оставим на полчасика сохнуть. Долго ждать не будем, потому что она сохнет быстро, нечего тут особо. Вот даже здесь наносим, там уже подсыхает. Можно где-то больше еще добавить. Отходите подальше и смотрите. Где-то добавить можно. Главное не переусердствовать. Так, я положила шпатель сюда. Я даже его не дорасходовала. Этот лист 1 на 1,40 м. То есть почти 1,5 квадратных метра. Один шпателечек потратила. Даже 100 грамм нету. Ну, на первый слой. Придется сейчас его обратно в банку складывать. Если, кстати, контраст будет нужный, да, ну, допустим, первый слой был серенький бы, то вот это тоже можно считать как за самостоятельное покрытие. Такая темповочка. Я уже разошлась, мне уже мало, кажется, мне все надо добавить везде. Мало. Все, отходим, оставляем сохнуть минут на 20, что ли. Подсохло, прошло очень мало времени, подсохло. Мы берем снова шелк Light. Возьмем его не колерованный, он вот такой густой-густой. Еще раз показываю густоту. Не должно быть жидко, иначе будет стекание. И вот так вот на палитру размажем его. И точно так же губочкой будем темповать. Неколированный цвет, он такой серо-бежевый, жемчужный, что ли. Как объяснить? Вот на белой крышке видно, что он не белый. Неколированный шелк — это не белый шелк. Он вот такого цвета интересного. Так, убираем лишнее. И теперь обильно темпуем то же самое с помощью губки морской. Вот такая губка. И делаем вот так. Погуще. То есть нам нужно, чтобы основной фон был не колерованный,
и сквозь него просвечивало немного бежевого фона краски и чуть-чуть серенького. Тем самым мы пытаемся имитировать какое-то трехцветие, что ли, типа как будто бы напыление, или еще краски такие бывают, как же они называются, памяти-то нет у меня. Вот так, густо-густо делаем. Между прочим, в последнее время пользуется спросом вот этот образ, так скажем. Не этот способ нанесения, а этот образ. То есть люди смотрят не сильно перламутровую, считаем так, однородную, ну то есть не фактурную, и вот с такими вот какими-то вкраплениями, что ли. При высыхании, сейчас шелк у нас мокрый и как бы тянется за губкой, да, как остренький, но он, когда высыхает, он гладенький встает. У меня была сырая губка и были подтеки. Вот эти подтеки я сейчас стараюсь убрать, добавляя шелк в эти места. То есть губочку нужно хорошо выжимать после того, как вы ее помыли. И шелк должен быть нанесен достаточно обильно, много-много, чтобы только местами просвечивало бежевый и серый цвет. Достаточно долго, но зато без всяких разводы не нравятся людям, да, вот эти переходы, когда кельмой туда-сюда движения такие видны крупные. Хочется с виду как будто бы окрашенная, как будто бы, но вроде и не окрашенная, а вроде и декоративная. И вот такое вот спокойное нанесение можно вполне использовать и будет достаточно прочно и интересно. Приглаживать это не нужно. Мы тампуем и оставляем. Заканчивается шелк на крышке. Добавлю. Долго. Придется это делать долго. Можно в несколько рук. Много, очень много можно сделать с помощью декоративной штукатурки шелк. Можно сделать классический шелк, да, можно и по диагонали наносить, а можно и вот так вот губочкой
тамповать. Это, наверное, единственный образец, где можно вот так делать. Ничего не надо смотреть, что ты там делаешь, вот так и разговаривать, чай попьешь. Теперь можно отойти подальше и посмотреть, нужно ли что-то куда-то добавить. Смотрите, куда хочется добавить. Например, ну там в углу понятно, что не добавлено. Смотрим еще куда. И вот так вот и смотрите, и добавляете. Хочется попестрее, можно еще другой цвет сверху понемножечку натамповать. Ну, примерно, конечно, мы не повторили то, что изначально я показала. Но я и сразу сказала, что этот образец можно сделать только из камоши рочева и только напылением. А вот это вот какое-то худо-левед наподобие. Такая вот гладенькая штукатурка. Вроде бы как и однородная, а вроде бы как и неоднородная. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, пишите в комментариях, почему не понравилось. Обязательно активность нам нужна. Обязательно прямо требование. Это прям требование. Пишем комментарии активно. Ну и все, спасибо, что досмотрели до конца, и всем пока.